Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельницы. Сегодня мы будем вязать легкий ажурный кардиган крючком в свободном стиле. Узор этого кардигана чем-то напоминает бабушкин квадрат, только вяжется не по кругу, а поворотными рядами. Расход пряжи минимальный, у меня ушло всего 430 грамм. Кардиган выполняется без плечевого шва. Полочки и спинка — это цельно вязаное полотно. Планочка вяжется также параллельно, затем обрабатывается соединительными столбиками и получается такой вот красивый полый шнур вокруг планок. Затем довязываются рукава, они вяжутся сверху вниз. Мне этот кардиган очень понравился необычным V-образным вырезом сзади. Сейчас я вам покажу. Носить такой кардиган вы сможете с любыми вещами вашего гардероба. И с юбками, и с платьями, и с шортами, и с джинсами. Можно его также собрать ремешком. В общем, вещь универсальная, пригодится в гардеробе любой девушки. Сегодня мы свяжем такой кардиган на любой размер. Для этого вам понадобится всего лишь 3 мерки. Это длина изделия от линии плеча и до низа, обхват бедер и обхват руки в области плеча. Обхват бедер у меня 92 сантиметра, длина изделия 80 сантиметров и обхват плеча 24 сантиметра. Начинаем вязать кардиган мы с нижней части полочки. Для этого нам необходимо рассчитать ширину полочки. Рассчитывается она следующим образом. Мы обхват бедер делим на 4, добавляем планку. Я брала 5 сантиметров и свободное облегание я брала 1 сантиметр. В итоге получаю 29 сантиметров ширина полочки. Также для вязания нам нужна будет ширина проймы. Ее мы рассчитываем следующим образом. Обхват плеча складываем с половиной обхвата плеча. То есть 24 плюс 12 получаем 36 сантиметров. Это ширина проймы. Начинаем мы вязание с низа полочки, как я уже сказала. Вяжем длину изделия, у меня на 80 сантиметров, и отмечаем маркером. Это будет линия плеча. Дальше мы на этом вязание полочки не останавливаем, будем формировать V-образный вырез сзади. Для этого мы будем вязать еще на половину проймы. То есть вся пройма у меня 36. 36 я делю пополам, получаем. Мне нужно будет связать вот этот вот вырез V-образный еще на 18 сантиметров. В итоге длина полочки получится 80 плюс еще половина проймы. Когда первая полочка готова, мы в точности также выполняем вторую полочку и затем их объединяем и вяжем уже спинку. Когда у нас деталь готова, общая, это 2 полочки и спинка, мы вяжем рукава. Начинаем вязание сверху вниз. Выполняем оба рукава, затем боковые швы. И в самом конце оформляем уже наши планки и рукавчики полым шнуром из соединительных столбиков. Начинать вязание мы будем с полочки, с ее нижней части. Для этого мы берем нить бежевого цвета и будем выполнять набор петель при помощи столбиков с одним накидом. Начинаю я с 4 воздушных. Более подробный мастер-класс по такому набору уже есть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании. Сначала мы будем набирать примерно 5 сантиметров для планки. Я набрала 7 столбиков с накидом, и воздушная цепочка подъема у меня всего примерно 5 сантиметров. На этом петельки для планки набраны. Дальше мы набираем петли уже для узора. Количество петель должно быть кратно 4 плюс еще 1 петля. Сейчас мы будем набирать количество петель, которое будет равно по длине
четверти объема бедер плюс еще сантиметр на свободное облегание. В моем случае мне нужно набрать примерно 24 сантиметра. Продолжаю набор. Я набрала всего 45 столбиков, то есть 8 столбиков у меня идет для планки и 37 столбиков для узоров. Всего длина 29 сантиметров, то есть это четверть объема бедер, плюс 5 сантиметров планка и плюс 1 сантиметр на свободное облегание. Приступаем теперь к вязанию второго ряда. Начинаем с 3 воздушных петель, разворачиваем вязание и теперь, начиная с 5 от крючка петли, будем вязать ряд из столбиков с одним накидом. Только провязывать его будем не в 2 приема, а в 3. То есть я вытянула рабочую нить, провяжу теперь только одну ниточку, а затем, как обычно, столбик с одним накидом вяжем, провязывая петли парами. При таком способе провязывания столбики будут более выше. Провязываю второй столбик точно так же. То есть таким образом вяжем весь ряд до конца столбиками с одним накидом. И заканчиваем ряд. Мы вяжем столбик с одним накидом в воздушную петельку подъема. Опять выполняем 3 воздушные и приступаем к вязанию следующего ряда. И таким образом мы вяжем столбиком с одним накидом нашу планку на высоту примерно около 5 сантиметров. Я уже выполнила планку на достаточную высоту. Всего я связала 3 ряда. И 4-й ряд — это ряд наборный, который состоял из столбиков с одним накидом. Дальше мы приступаем к вязанию основного узора. Для этого нам нужна будет уже нить белого цвета. Подхватываем ее, затаскиваем в петлю и бежевую нить затягиваем, чтобы петля прижала белую нить. Начинаем вязание с 3 воздушных петель подъема. Далее будем вязать 3 столбика с одним накидом. Столбик с накидом будем вязать также в 3 этапа. То есть сначала одну ниточку провязали, затем 2 раза пары. Затем 2 воздушные, пропускаем 1 столбик и во второй вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Все столбики вяжем в 3 этапа. И дальше уже начинаем повторять. Опять 2 воздушных. Пропустили одну петельку, во вторую вяжем 3 столбика с одним накидом. Так выполняем ряд до начала вязания планки. Я довязала ряд практически до конца. Здесь у меня осталось 8 столбиков для вязания боковой планки. Связано у меня 2 воздушные. Одну воздушную я спускаю, ввожу крючок в петлю, подсоединяю второй клубочек бежевой нити, выполняю петельку, делаю накид и также, пропустив одну петлю во вторую, начинаю вязать
петли нашей планки. У меня их 8. Я провязала столбики планки. На этом первый ряд узора готов. Приступаем к вязанию второго ряда. Петельку эту вот так вытаскиваем побольше. И возвращаемся к началу ряда. Там, где мы начинали подсоединять белую нить. И будем вязать сейчас второй ряд узора. Для этого ввожу крючок в третью воздушную петельку подъема. Выполняю 3 воздушные петли для подъема и начинаю вязать нашим узором. У нас узор сейчас двинется на полраппорта, так как у нас было здесь 3 столбика. Над столбиками мы будем вязать 2 воздушные. Связала 2 воздушные, и теперь под эту арочку вяжу 3 столбика с одним накидом. Вновь 2 воздушные и 3 столбика с одним накидом под следующую арочку. Таким образом вяжем ряд до, опять же, планки. Провязываю последние 3 столбика с одним накидом под эту арку. Дальше перехожу к вязанию столбиков планки. То есть вяжу 8 столбиков. Я уже связала 7 столбиков, и посмотрите, как мы вяжем последний столбик. Вот наша петелька от предыдущего ряда. Мы вводим в нее крючок, протаскиваем рабочую нить и затягиваем эту петельку. И вяжем, как обычно, столбик с одним накидом. Когда остаются 2 последние петельки на крючке, я меняю нити и провязываю их новой нитью. Дальше вяжем 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание и вяжем петли планки. То есть вот у меня 3 воздушные петли уже заменяют 1 столбик, вяжу еще 7 столбиков. Последний столбик планки вяжем не до конца, а когда у нас останется 2 петельки, мы откладываем бежевую нить на изнаночную сторону, то есть к себе. Берем нить белого цвета и вытягиваем сквозь эти 2 петельки. И теперь приступаем к вязанию нитью белого цвета. Там, где у нас столбики с накидами, мы вяжем 2 воздушные. И затем под воздушные петли вяжем 3 столбика с одним накидом. Затем опять 2 воздушные и 3 столбика с одним накидом. То есть таким образом выполняем весь ряд до конца. И заканчиваем мы белый ряд. Вяжем 3 столбика под вот эту арку.
И затем еще столбик в третью воздушную петельку. Белую ниточку вытянули. Следующий ряд у нас снова будет бежевым. Возвращаемся к началу. Вводим крючок в третью воздушную петлю подъема. Вяжем 3 воздушные. И начинаем вязать ряд нитью бежевого цвета. То есть точно так же, как мы вязали вот этот ряд. Сначала вяжем петельки-планки в количестве 7 столбиков, то есть один столбик у меня заменяет петли подъема. И посмотрите, как лучше провязывать 7 столбик. Вот эту вот белую ниточку, чтобы она с лицевой стороны у нас вот так вот не светилась, я выполняю накид на крючок, захватываю вот эту вот белую нить и только затем ввожу крючок в петлю последнюю. Вот так вытянула рабочую нить и вяжу, как обычно, столбик с одним накидом. Вы видите, ее забрали вот так на изнаночную сторону. Петельки планки готовы. Переходим к вязанию узора. Под воздушный мостик вяжем 3 столбика с одним накидом. Затем выполняем 2 воздушные. И продолжаем вязать, как обычно, раппорты узора. То есть над воздушным мостиком 3 столбика с одним накидом. И таким образом вяжем ряд до конца. И заканчиваем ряд следующим образом. То есть я выполняю 2 воздушные, накид на крючок, ввожу крючок в петлю, протаскиваю рабочую нить и вяжу, как обычно, столбик с одним накидом. Две петельки у меня осталось. Я затягиваю белую петлю и 2 последние петли провязываю уже белой нитью. Разворачиваю вязание и вновь вяжу ряд белым цветом. То есть таким образом мы вяжем, чередуя белый и бежевый ряд на необходимую длину полочки. Еще посмотрите, какая закономерность получается. У нас сначала 2 ряда идут столбики, повернутые лицом к нам, затем 2 ряда столбики, повернутые изнаночной стороной к нам. Они так и будут чередоваться. 2 лицевых ряда, 2 изнаночных. Я уже выполнила полочку на необходимую высоту. Дальше мы точности также вяжем вторую полочку, только в зеркальном отражении. То есть если при вязании вот этой полочки мы после планки начинали вязать сразу же с узора, то при вязании второй полочки мы после того, как свяжем планку, начинаем вязать сначала 8 столбиков планочки, а затем сам узор. И теперь, когда у нас обе полочки готовы, мы будем их соединять вместе для того, чтобы продолжать вязать спинку. Сейчас я вяжу по узору, у меня бежевой нитью до планки. Я провязала уже узор до планки, и теперь мы нашу планку будем постепенно включать в узор спинки, формируя вот такой вот клин. Сейчас я 2 петли включу в узор, то есть я делаю 2 воздушные петельки, пропускаю 2 петли планки и вяжу планку уже только из 6 столбиков.
5 столбиков я провязала, и смотрите, как мы вяжем 6-й. Ввожу крючок в петельку, провязываю сначала одну только ниточку, затем пару, петельку эту вытянутую затягиваю, нити пока рабочие не убирайте. Берем вторую полочку, выполняю накид, ввожу крючок в первый столбик, вытянула рабочую нить, провязываю сначала одну петельку, потом еще 2, на крючке 3 петли, и их все 3 провязываю за один раз. Таким образом мы соединяем обе полочки. То есть дальше по столбикам планки мы вяжем точно так же. Здесь мы провязали 5 столбиков, и на этой планке мы тоже провязываем 5 столбиков. Провязала я 5 столбиков по второй планке, осталось у меня 2 столбика планки, и прихожу к вязанию узора, то есть выполняю также 2 воздушные, и теперь вяжу под этот воздушный мостик 3 столбика с одним накидом. То есть вяжем по узору ряд до конца. Я уже довязала ряд бежевой нитью до конца, начала следующий ряд белой нитью, и опять наши планки мы будем уменьшать на 2 столбика с этой стороны и с этой стороны. У меня провязано 3 столбика с одним накидом. Я выполняю одну воздушную петлю и беру нить бежевого цвета. Ввожу ее в воздушную петлю и начинаю вязать столбики с одним накидом, пропуская 2 столбика планки в третий. Таким образом вяжу наши планочки, не довязывая 2 столбика. Последний столбик планки я провязала не до конца, довязывать его буду уже нитью белого цвета. Выполняю 2 воздушные и вяжу по узору до конца ряда. Я выполняю уже 3-й ряд спинки. Посмотрите, я дошла до планки и сейчас опять буду пропускать 2 первых столбика. Выполняю 2 воздушные и затем вяжу петли планки. В конце мне нужно также оставить 2 столбика, то есть сейчас я пропускаю 2 столбика и вяжу 3 столбика с одним накидом. Связала 3 столбика, опять 2 воздушных, и дальше уже иду по узору. То есть и таким образом мы вяжем нашу спинку, также чередуя 2 цвета на необходимую длину. И еще один момент при вязании спинки. Не забываем, что часть спинки у нас составляет полочка. То есть эта величина равна высоте нашей проймы. И поэтому вот 3 ряда спинки мы уже провязали.
я откладываю высоту проймы и отмечаю плечевой шов, который будет проходить вот по этому месту. И сзади у нас образуется V-образный вырез на спинке. Провязала я до конца уже спинку. Вот что у меня получилось. Закончила также белым рядом, как и начинала перед. И теперь мы будем оформлять планку бежевой нитью. Соединяю я опять бежевую нить. Выполняю 3 воздушные подъема. И сейчас вот в эти 3 белых столбика буду вязать столбики с одним накидом. Под воздушный мостик вяжу только один столбик с одним накидом. Затем опять вяжу 3 столбика в белые столбики. И таким образом провязываю до конца ряда. Всего мне нужно будет связать точно так же, как и спереди, 3 ряда столбиками с одним накидом. При этом столбики будут вязаться таким образом в 3 приема. И последний ряд свяжу обычными столбиками с одним накидом. Я уже обвязала низ спинки. Вот так вот получилось. Теперь мы приступаем к вязанию рукавов. Для этого мы совмещаем край переда и спинки аккуратно, таким вот образом по узору, и ищем место, в котором будет плечевой шов. Вот центр, и я этот центр отметила маркером. В этом месте будет проходить плечевой шов. Далее от этого плечевого шва в сторону переда и в сторону спинки мы отступаем на высоту проймы. У меня пройма 18 сантиметров, и я отступаю от этого маркера 18 сантиметров. У меня это 7 белых рядов. И отмечаю маркером. И точно так же отмечаем вторую часть проймы. Вязать рукав мы будем, начиная с пряжи бежевого цвета. Объясняю почему. У меня крайний ряд состоит из белых квадратиков, а в бежевых рядах остались пустые окошечки. Так как квадратики белые, поэтому я беру пряжу бежевого цвета. То есть, если у вас крайний ряд состоит не из белых, а из бежевых квадратов, тогда вы берите пряжу белого цвета. Я беру наше вязаное полотно лицевой стороной к себе и подсоединяю нить от того места, которое мы отметили маркером. И мы вяжем обычный узор. То есть сейчас у меня белый квадратик, над ним должен быть пропуск. Я начинаю ряд с 5 воздушных. Затем вяжу 3 столбика с одним накидом вот под этот вот столбик. То есть фактически вяжем нашим обычным узором. Опять выполнила 2 воздушных и 3 столбика с одним накидом. Вяжем так до следующего розового маркера.
Я закончила уже первый ряд. Посмотрите, как аккуратно выглядит переход между полочками, спинкой и рукавчиком. Дальше мы уже берем нить белого цвета, будем вязать нашим обычным узором. И рукав будем формировать с убавлениями. Убавления буду вязать в каждом 5-м ряду. То есть один ряд я провязала. Сейчас вяжу еще 4 ряда и потом буду формировать убавления. И еще посмотрите, белую нить подсоединяем не с того края, где мы закончили вязание бежевой нитью, а с самого начала, где мы подсоединялись. То есть также соблюдаем наш порядок. У нас должны идти 2 ряда лицевыми столбиками и как бы 2 ряда изнаночными столбиками. Точно так же, как при вязании полочек и спинки. Я уже выполнила 4 ряда нашего рукава и в 5-м ряду буду вязать убавление. Убавление удобнее всего формировать именно в ряду, который будет начинаться не с квадратика, а с пустого окошечка. У меня это как раз 5-й ряд, то есть у вас это может быть 4-й или 6-й ряд, допустим, если вы начали не с окошечка, а с квадратика рукав. Но все равно первое убавление будет у вас там в 4-м или в 6-м ряду, а все последующие делаете также в 5-м. И убавление я формирую так. Вяжу 4 воздушные петли. И приступаю к вязанию раппорта. То есть буду вязать 3 столбика с одним накидом под воздушный мостик. И далее вяжем уже по узору. Затем я покажу, как формировать убавление и в конце ряда. И заканчивать ряд я буду также убавлением. То есть я связала 3 столбика с одним накидом. Теперь выполняю 2 накида на крючок и вяжу столбик с 2 накидами, 3-ю воздушную петельку подъема. Получается, что мы убавили пол раппорта с одной стороны и пол раппорта со второй стороны. Теперь вяжем 4 ряда без убавления. В 5-м будем формировать точно такое же убавление. Смотрите, как начинаем ряд после убавки. Я ввожу крючок в 4-ю воздушную петельку, захватываю рабочую нить и продолжаю вязать, как обычно, раппорт. То есть сейчас у меня должно быть пустое окошечко. Начинаю поэтому с 5 воздушных петель. Таким образом мы вяжем наш рукав, выполняя убавление в каждом 5-м ряду на необходимую длину рукава. Я уже выполнила рукав на необходимую длину. Всего он получился 22 ряда. Получилось у меня 4 раза выполнить убавление. И закончила я рукав белым рядом. Сейчас буду вязать манжет точно так же, как мы вязали на спинке. Бежевой нитью, столбиком с одним накидом. Я уже выполнила манжет на рукаве. Дальше край можно оставить либо таким же, либо обработать полым шнуром из соединительных столбиков. Тогда он будет вот так выглядеть. Как выполняется такой шнур, на моем канале уже есть видео. Ссылку я оставлю в описании. Сейчас мы вяжем в точности также второй рукав и затем выполняем боковые швы. Я уже выполнила оба боковых шва. Вот так они выглядят. И теперь мы приступим к обвязыванию нашего воротника. Я начинаю с V-образного выреза сзади. Ввожу крючок
между рядами. Подхватываю рабочую нить и обвязывать буду также шнуром из соединительных столбиков, как и рукава. Вытащила петельку. И второй столбик соединительный буду вязать прямо вот в этот вот столбик с одним накидом. Ввожу крючок прямо внутрь него и провязываю соединительный столбик. Затем опять между рядами в отверстие. Столбики сильно не стягивайте, чтобы не стянуть вязаное полотно. Следующий столбик опять прямо в центр столбика. И так обвязываю всю полочку между рядами. И следующий столбик в центр столбика. Я уже дошла до угла. Вяжу соединительный столбик прям в центр столбика нашей планки. И теперь буду вязать по низу кардигана. Подхватывать буду вот эти вот полупетельки оставшиеся. Таким образом вяжем до спинки. Я уже дошла до спинки, и по спинке соединительные столбики будем вязать, подхватывая только переднюю стенку петли. Таким образом мы обвязываем весь кардиган круговую. Я уже обвязала соединительными столбиками весь кардиган, вернулась к началу ряда. Теперь вяжу соединительный столбик в то самое место, где мы начинали вязать. Затем завожу крючок с изнаночной стороны и петельку вытягиваю наизнанку. Переворачиваю изделие изнаночной стороной к себе, и сейчас мы будем вязать опять же соединительными столбиками, только по изнаночной стороне. Столбики будем вязать под протяжки, которые остались, которые у нас получились от соединительных столбиков. Вот они идут такой ровной линией, эти протяжки. Также соединительные столбики сильно не затягиваем, чтобы не стянуть нашу планку. И вяжем точно так же в круговую. Я уже выполнила всю обвязку и по изнаночной стороне. Теперь точно так же мы выдергиваем нашу петельку на лицевую сторону. Поворачиваем вязание лицевой стороной к себе. И уже начинаем, точно так же как на рукавах, сшивать обе дорожки из соединительных столбиков. Я подхватываю верхнюю петельку соединительного столбика с лицевой стороны. Затем верхнюю петельку соединительного столбика с изнаночной стороны. И вяжу еще один соединительный столбик. И таким образом обрабатываю весь край. Я уже закончила обвязку соединительными столбиками. Вот такой аккуратный край получился. Ему придался объем. На этом у меня все. Если вам понравился данный кардиган, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии. Всем пока-пока!